Новые удары США по Ирану. Целью стали объекты береговой обороны, а также склады и пусковые позиции крылатых ракет. Военная операция Соединенных Штатов будет продолжаться до тех пор, пока Трамп не решит, что все задачи выполнены. Об этом он сказал в интервью в эфире Fox News. Еще одно заявление Дональда Трампа. Уже не за 24 часа. Война в Украине должна закончиться до конца его президентского срока. Саммит Украина, Юго-Восточная Европа. В Киев впервые с начала полномасштабного вторжения России приехал Александр Вучич. А Урсула фон дер Ляйен получила Орден Европы. Голливудские сценаристы блокируют сделку века, а отражающий бассейн в Вашингтоне снова осушили для ремонта после реконструкции. И новости из мира животных. В британском зоопарке Уипснейт состоялся дебют детенышей гепарда, а в Китае ученые зафиксировали перемещение редких юньнаньских курносых обезьян. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Соединенные Штаты продолжают военную операцию против Ирана. Утром 15 июля по восточному времени США Центральное командование объявило о начале новой волны ударов, а спустя примерно 1,5 часа сообщило об их завершении. По данным Центком, целью стали объекты береговой обороны, а также склады и пусковые позиции крылатых ракет на острове Большой Томб в районе Ормузского пролива. Сегодня в 6:00 утра по восточному времени силы Центрального командования США начали новую волну ударов по Ирану. Эти удары направлены на дальнейшее снижение военного потенциала, который иранские силы использовали для атак на коммерческое судоходство в Ормузском проливе. По информации Reuters, нынешняя серия ударов стала продолжением кампании, начавшейся после возобновления американской морской блокады и нового витка эскалации вокруг Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп заявил, что удары будут продолжаться до тех пор, пока Иран не вернется к переговорам, и предупредил о возможности атак на объекты энергетической и транспортной инфраструктуры страны. Одновременно Вашингтон усиливает и экономическое давление. Министерство финансов США сообщило о блокировке криптоактивов на сумму $130 миллионов, связанных, по его данным, с Центральным банком Ирана. В американском ведомстве считают, что эти цифровые кошельки использовались для проведения внешнеэкономических операций в обход санкций. Министерство финансов США намерено пресекать и разрушать незаконную финансовую деятельность Ирана, включая использование цифровых активов в противоправных целях. Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов ввело санкции против нескольких криптокошельков, связанных с Центральным банком Ирана, что привело к блокировке более $130 миллионов. Мы продолжим активно отслеживать финансовые потоки и лишать иранский режим доступа к доходам, полученным в результате незаконных схем. Иран, в свою очередь, сообщает об ответных действиях. Корпус стражей Исламской революции заявил о ракетных и беспилотных ударах по американским и союзническим объектам в Бахрейне, Кувейте и Иордании. Власти Кувейта подтвердили, что вечером 14 июля под удар попали несколько важных объектов на территории страны. Одновременно появляются сообщения о последствиях американских ударов по территории Ирана. В сети опубликованы кадры дыма в районе порта Чебахар на юго-востоке страны. По данным иранских государственных СМИ, в результате последних ударов на юге страны погибли не менее 30 мирных жителей. Эти данные пока не получили независимого подтверждения. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении продолжить военную кампанию против Ирана и пригрозил расширить список целей для ударов, если Тегеран не возобновит переговоры. По его словам, американские удары будут продолжаться до тех пор, пока он не сочтет, что поставленные задачи выполнены. Трамп утверждает, что военный потенциал Ирана значительно ослаблен, хотя, по его словам, страна все еще сохраняет способность к сопротивлению. Эти удары будут продолжаться? Они будут продолжаться, пока я не скажу, что достаточно. Да, они будут продолжаться. Знаете, военные любят использовать слово «degrade» — ослабить, снизить боеспособность. Их возможности уже сведены к очень низкому уровню, но они все еще способны сопротивляться. Это как великий боксер. Кажется, что ты уже победил его, а потом он внезапно возвращается и наносит тебе удар. У них еще остались силы, но их уже совсем немного. Если говорить об острове Харк, США попытаются взять его под контроль? Если говорить о его захвате, то если мы достаточно сильно ослабим их и отбросим назад, то я бы это сделал. Ожидаете ли вы, что удары по Ирану, которые мы наблюдаем на этой неделе, будут расширены? Рассматриваете ли вы возможность нанесения ударов по энергетической инфраструктуре или другим объектам внутри Ирана? Энергетические объекты я оставлю напоследок, но в конечном итоге мы будем наносить удары и по ним. Сегодня ночью мы нанесем очень мощные удары. Завтра ночью тоже. И следующей ночью тоже очень сильные удары. А уже на следующей неделе для них все станет гораздо хуже. Потому что тогда настанет очередь электростанций.
Тогда настанет очередь мостов. Мы выведем из строя все их электростанции. Мы уничтожим их мосты, если они не сядут за стол переговоров и не начнут вести переговоры. Как вы считаете, иранцы действительно настроены на заключение сделки? Думают, у них нет другого выбора. Когда в последний раз США связывались с Ираном по вопросу прекращения войны? Мои представители, вообще-то примерно час назад, И какое сообщение было передано? они хотят заключить сделку. Но каждый раз, когда они ее заключают, они нарушают договоренности. Они не хотят умирать. Люди не хотят умирать. Да, это было примерно час назад. И какое именно сообщение было передано? Мы сказали, вам лучше заключить сделку. Иначе у вас никого не останется. Мы, как вы знаете, очень осторожно относимся к гражданскому населению. Но я сказал, вам лучше заключить сделку. Иначе у вас ничего не останется. И вы думаете, что они это сделают? Им следовало бы. Но сделают они это или нет, я не знаю. По состоянию на сегодняшний день Ормузский пролив остается зоной повышенной напряженности. Несмотря на звучащие заявления о его блокировке, в акватории продолжают находиться и проходить гражданские суда. Однако сама угроза нарушения судоходства уже влияет на мировые рынки. Из-за сохраняющейся неопределенности цены на нефть продолжают расти. Стоимость марки Brent превысила $85 за баррель. Трейдеры закладывают в стоимость сырья риски возможных перебоев с поставками и дальнейшего обострения ситуации в регионе. Одновременно судоходные компании и страховщики внимательно оценивают обстановку. Часть перевозчиков усиливает меры безопасности, некоторые пересматривают маршруты и графики движения судов. Аналитики отмечают, что пока сохраняется неопределенность вокруг Ормузского пролива, именно этот регион будет оставаться одним из ключевых факторов, влияющих как на мировой нефтяной рынок, так и на стоимость морских перевозок. Тем временем в Тегеране жители заявили о готовности выдержать возобновленную морскую блокаду США. Власти Ирана рассчитывают смягчить ее последствия за счет сотрудничества с соседними странами Китаем и Россией. Мы, иранцы, безусловно, стремимся к миру, доброжелательности и взаимопониманию. Но Соединенные Штаты стремятся к нашему уничтожению и будут делать все возможное для достижения этой цели. Морская блокада — один из инструментов, который они могут использовать для давления на нас, принуждения к переговорам и, в конечном счете, нашего уничтожения. Это может причинить нам ущерб, и мы уже видим это сегодня. Но мы способны создать условия, которые позволят в определенной степени держать блокаду под контролем. Наши отношения с соседними странами, а также с Китаем и Россией, подобные меры и новые рынки могут помочь преодолеть последствия блокады. Это создаст трудности. Экономическая блокада, безусловно, уже вызвала серьезные проблемы. Но благодаря стойкости народа мы обязательно преодолеем этот исторический этап. Они уже пытались сделать это раньше. И президент говорил, что мы не сможем продавать нефть. Но сейчас власти пытаются найти другие решения, используя те же транспортные и железнодорожные маршруты, а также развивая конструктивное сотрудничество со странами за пределами Запада, чтобы преодолеть и эту проблему. Британцу Крейгу Форману, который вместе с супругой Линдси отбывает 10-летний срок в Иране по обвинению в шпионаже, добавили еще 2 года заключения. Об этом сообщила семья пары. По словам родственников, причиной стало общение Формана со СМИ. Они утверждают, что его доставили к судье без адвоката и переводчика, не предоставив возможности защитить себя. Супругов задержали в 2025 году во время кругосветного путешествия на мотоциклах через Иран. Власти Великобритании заявили, что срочно выясняют обстоятельства нового приговора, а ранее называли вынесенные супругом сроки необоснованными. Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Владимир Путин готов к соглашению о прекращении войны против Украины. По словам президента США, сделка может быть достигнута скоро, и озвучил новые прогнозы окончания войны в Украине. Считаете ли вы, что война между Россией и Украиной закончится во время вашего президентского срока? Думаю, да. Я думал, что она закончится раньше. Я считал, что это будет самым простым вопросом, потому что у меня были хорошие отношения с обоими лидерами. Я думал, что именно это окажется для меня самым легким. Что вы говорите президенту России Владимиру Путину по поводу прекращения этой войны? Я говорю ему одно и то же постоянно. Не хочу вдаваться в подробности, но я говорю: Владимир, тебе пора остановиться. Пора положить конец этой войне. Что он вам отвечает? Думаю, он готов заключить сделку. Когда? Скоро. Для танго нужны 2. Но я думаю, что он готов заключить сделку. Киев принимает саммит «Украина. Юго-Восточная Европа». В украинскую столицу прибыли председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также лидеры и высокопоставленные представители Хорватии, Сербии, Румынии, Молдовы, Словении, Болгарии, Албании и Черногории. Визит проходит в День государственности Украины.
Главной темой встречи станут вопросы региональной безопасности, дальнейшей поддержки Украины, укрепления сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы и продвижения европейской интеграции государств региона. Кроме того, участники намерены обсудить политические, экономические и гуманитарные вызовы, а также проекты по восстановлению Украины. Особое внимание привлекает участие президента Сербии Александра Вучича. Это его первый визит в Киев с начала полномасштабной войны России против Украины. До этого Белград сохранял сложный баланс между курсом на европейскую интеграцию и традиционно тесными отношениями с Москвой. Поэтому приезд Вучича рассматривается как значимый дипломатический шаг. Ожидается, что по итогам саммита участники подтвердят поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также обсудят дальнейшее взаимодействие в сфере безопасности и европейской интеграции. Уже сегодня Украина кратно увеличила производство беспилотников и продолжает расширять собственные оборонные программы совместно с международными партнерами. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время торжественной церемонии по случаю Дня украинской государственности. Впервые Украина приближается к возможности производить ракеты для комплексов Patriot и может стать третьей страной в истории, которая получит такое соглашение и такую привилегию. Я хочу поблагодарить президента Америки за политическое решение, которое уже стало историческим и поможет спасти жизни тысяч людей в Украине. И теперь мы можем заявить, Украина производит 10 миллионов дронов в год. 10 миллионов. И будет 20 миллионов. Мы достигнем этого вместе с нашими партнерами, еще раз доказав успех оборонной промышленности, украинской, партнерской и европейской. И впервые Украина создает собственные баллистические средства и средства дальнего поражения. Это уже не просто разработки, а реальная сила, которая уже действует и поражает цели на расстоянии, которое раньше было недостижимым, 2884 километра. Именно такое расстояние отсюда до Омского нефтеперерабатывающего завода. Во время церемонии президент Украины наградил Урсулу фон дер Ляйен государственной наградой. В ответ глава Еврокомиссии подчеркнула, что новое соглашение открывает путь к совместному производству беспилотников, увеличению инвестиций и укреплению оборонной промышленности Украины и стран Евросоюза. Я рада вместе с вами, Владимир, объявить о запуске нового партнерства между ЕС и Украиной в сфере оборонной промышленности. Сегодня мы подписываем наше собственное соглашение по беспилотникам. Я хочу подчеркнуть, что нам необходимо объединить наши сильные стороны. Вместе мы можем наладить совместное производство, обеспечить работу всех компонентов этой системы и придать обеим оборонно-промышленным базам необходимый импульс для решительного увеличения инвестиций и объемов производства. Литва усиливает охрану энергетических и транспортных объектов после получения разведданных о подготовке России диверсий. В интервью агентству БНС, опубликованном 15 июля, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что литовская разведка получила сигналы о подготовке Россией ограниченных атак на критическую инфраструктуру, но они не указывают конкретное место и время. Президент подчеркнул, что целью не обязательно станет Литва. Речь шла о странах Балтии или Польши. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что страны НАТО уже фиксировали попытки российского саботажа. Кремль обвинения отверг. Дмитрий Песков назвал их «страшилками» и традиционно повторил, что Кремль исключительно миролюбив, никогда ни на кого не нападал и не собирается. Ну, вы знаете, это именно свежая порция таких страшилок для того, чтобы продолжить промывание мозгов и для того, чтобы готовить население к дальнейшей милитаризации. Для этого нужно создать образ врага на какой-то другой стороне, в данном случае на нашей, и под эту лавочку, как у нас говорят, продолжить подтягивать в страны Прибалтики военную инфраструктуру НАТО во всех ее проявлениях. Куба вновь осталась без электричества. Национальная энергосистема страны полностью отключилась уже в третий раз за последние 9 дней. Без света оказались около 10 миллионов жителей острова. В гавани погасли светофоры, закрылись магазины и кафе. Многие районы погрузились в темноту. Жители рассказывают, что отключения продолжаются по 20 и более часов, из-за чего портятся продукты, возникают перебои с водоснабжением, а привычная жизнь практически останавливается. В Министерстве энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы заявили, что причиной аварии стало отключение первого энергоблока теплоэлектростанции «Фельден». Это вызвало резкое падение частоты в энергосистеме, после чего национальная электросеть полностью отключилась. Власти сообщили, что уже начали поэтапное восстановление подачи электроэнергии. Власти страны связывают ситуацию с нехваткой топлива и состоянием изношенной инфраструктуры. Дополнительное давление на энергетический сектор оказала введенная США нефтяная блокада, после которой Куба лишилась поставок топлива из Венесуэлы.
а затем прекратились и поставки из Мексики. Кроме того, масштабные отключения электричества усиливают недовольство среди жителей. В последние месяцы на острове регулярно проходят небольшие вечерние акции протеста, участники которых требуют решения проблемы хронических перебоев с энергоснабжением. Мы живем в постоянном напряжении. Продукты портятся. Поэтому приходится покупать еду буквально на день. Запастись на неделю или на месяц просто невозможно. Стоит невыносимая жара. Что остается делать кубинцам? Мы, жители Гаваны, приходим на набережную Маликон. Садимся здесь, пытаемся хоть немного приятно провести время, если это вообще можно так назвать. Что еще сказать? Все и так знают, что происходит. Это затрагивает практически все сферы жизни страны. Работу, транспорт, все без исключения. Это отражается на всем и, конечно, вызывает чувство разочарования. Очень тяжело переживать такую ситуацию. Никто не хочет жить без воды и без электричества, без света, без возможности посмотреть телевизор, заниматься обычными повседневными делами. Все это действительно сильно влияет на людей. Гильдия сценаристов США подала иск с требованием заблокировать сделку по покупке компанией Paramount Global Media Holding Warner Bros. Discovery стоимостью $110 миллиардов. По мнению организации, объединение двух крупных игроков на рынке кино и телевидения приведет к сокращению конкуренции в сфере производства фильмов и сериалов. В иске утверждается, что после слияния у новой компании будет больше возможностей снижать расходы за счет сокращения числа проектов, уменьшения спроса на работу сценаристов и давления на уровень их оплаты. В гильдии считают, что это приведет к сокращению количества рабочих мест и ухудшению условий для авторов. Иск сценаристов стал новым юридическим препятствием для сделки. Накануне против нее также выступили власти Калифорнии и коалиция из 11 американских штатов, заявившие, что объединение Paramount Global и Warner Bros. Discovery может негативно сказаться на конкуренции в американской кино и телеиндустрии. В Paramount Global пока не прокомментировали новый иск. Если сделка будет одобрена, она станет одной из крупнейших в истории мировой индустрии развлечений. Отражающий бассейн у мемориала Линкольна в центре Вашингтона вновь осушили. На объекте начались работы по очистке и ремонту после того, как вскоре после завершения масштабной реконструкции были обнаружены дефекты покрытия. Проект стоимостью около $14 миллионов реализовали по инициативе президента США Дональда Трампа. Реконструкция должна была завершиться к празднованию 250-летия независимости Соединенных Штатов и предусматривала восстановление бассейна, а также обновление его внешнего вида. Однако уже через несколько недель после окончания работ появились сообщения о разрастании водорослей, отслаивании покрытия и других признаках повреждений. В связи с этим бассейн пришлось полностью осушить, а территорию вокруг него оградить для проведения ремонтных работ. Президент Трамп ранее заявил, что проблемы могли быть вызваны действиями злоумышленников. Он утверждал, что неизвестные намеренно повредили покрытие бассейна. При этом подтверждающих доказательств этой версии пока представлено не было. Вместе с тем, представитель Службы национальных парков США в судебном заявлении сообщил, что 9 июня сотрудники полиции парков зафиксировали признаки возможного умышленного повреждения объекта. Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержал сборную Англии перед полуфиналом чемпионата мира по футболу против Аргентины. Во время своей последней сессии вопросов премьер-министру в качестве главы правительства он заявил, что вечером будет смотреть матч, и добавил: ему не важно, с каким счетом завершится игра. Главное — победа Англии. Господин спикер, сегодня утром у меня были встречи с коллегами по правительству и другими людьми. Помимо обязанностей в этой палате, сегодня вечером в 8 часов у меня назначена очень важная встреча с телевизором. Большинство из нас, господин спикер, может лишь мечтать сыграть роль Джуда Беллингема, забить победный гол и привести свою команду к победе. Однако премьер-министр уже сделал это. Но политика, как и футбол, беспощадная игра. И теперь 400 сомнительных судей, сидящих позади него, показали ему красную карточку. Какой совет премьер-министр даст достопочтенному члену парламента от Мейкерфилда, чтобы тот, в отличие от него самого, не отправился досрочно в раздевалку? Это первый и, скорее всего, последний раз, когда меня сравнивают с Джудом Беллингемом. Но я благодарю его за это. Что касается красных карточек, не могу передать, сколько критики я получил в прошлый понедельник, после того, как президент Трамп вмешался из-за красной карточки Англии и хотел, чтобы ее отменили. Сразу отмечу, господин спикер, я этого не добивался.
А своему преемнику из сборной Англии я не стану давать советы. Я просто выражаю им свою полную поддержку. И, господин спикер, официально заявляю, мне все равно, каким будет счет сегодня вечером. Главное, чтобы мы победили. На юго-востоке Турции пожарные продолжают борьбу с крупным лесным пожаром в районе города Милас. Возгорание началось днем 14 июля и распространялось всю ночь. Для сдерживания огня были задействованы наземные расчеты, а с наступлением утра к тушению вновь подключили авиацию. 8 самолетов и 12 вертолетов, которые сбрасывают воду на очаги возгорания. По данным Главного управления лесного хозяйства Турции, пожар в основном удалось локализовать. Власти сообщили, что в качестве меры предосторожности из опасной зоны эвакуировали более 1000 жителей. На кадрах, снятых утром 15 июля, видны значительные площади выгоревшего леса, а над горной местностью по-прежнему поднимается дым. Работы по полной ликвидации пожара продолжаются. В китайском городе Вэньчжоу круизное судно «Мингжу номер 7», находившееся вне эксплуатации, получило сильный крен у причала. Очевидцы сняли на видео, как судно резко накренилось на правый борт, а находившиеся поблизости люди поспешили покинуть место происшествия. По данным компании-оператора, инцидент произошел 14 июля во время прилива. Предварительной причиной называют штормовой нагон воды, вызванный тайфуном Бави. После получения сообщения об аварийной ситуации был задействован план экстренного реагирования. Компания сообщила, что судно в момент происшествия не выполняло рейсов и было пришвартовано у причала. Информации о пострадавших не поступало. Тайфун Бави, который ранее обрушился на восточное побережье Китая, сопровождался сильными ветрами и высокими приливами. По данным метеорологов, циклон стал одним из самых продолжительных в Азиатско-Тихоокеанском регионе в этом году. В британском зоопарке Уипснейт впервые показали публике 7 детенышей северного гепарда, одного из самых редких подвидов этих хищников. 4 малыша появились на свет в мае у самки по кличке Амира, еще 3 у гепарда Зары. На кадрах детеныши играют, бегают и не отходят от своих матерей. В зоопарке отмечают, что северные гепарды находятся под угрозой исчезновения, а в дикой природе сегодня осталось около 6500 этих животных. В китайской провинции Юньнань исследователи сняли редкое явление. Более 360 юньнаньских курносых обезьян одновременно пересекли лес по земле. Этот исчезающий вид обычно обитает в высокогорных лесах и большую часть жизни проводят на деревьях, поэтому такие массовые передвижения считаются необычными. По словам ученых, за 20 лет наблюдений и природоохранной работы численность популяции выросла более чем в 4 раза, превысив 360 особей. Это называют одним из самых значимых результатов программы по сохранению вида.